Привет, друзья, с вами Киборжик, и мы сегодня поговорим о скрытом пуле в Доте 2. Инфа про этот пул появилась недавно, поэтому скорее всего вы не знаете и не слышали о нем. Я потратил несколько дней, сортируя и обрабатывая информацию в интернете по этому вопросу. Перечитал множество форумов, посвященных Доте, и конечно же англоязычный форум разработчиков тоже. То, что вы сейчас услышите здесь, тщательно скрывается от игроков. И в конце видео я обязательно объясню почему. Я постараюсь быть кратким и не лить воду, чтобы вы до конца поняли, насколько все изменилось. Что же это такое скрытый пул? Это распределение игроков в поиске в рейтинговых играх, исходя из психологического, социального и игрового анализа игроков. Появление. Трудно назвать точную дату введения этого скрытого обновления в доту, но работы над этим модулем велись не один месяц. Была собрана команда программистов и геймдизайнеров, их лично выбирал Гейб, поэтому их и назвали агенты Гейба. Скорее всего, он тестировал до реборна, но окончательно был введен буквально несколько дней назад. Если вы заходили в доту с начала 2016 года, то наверняка видели отчет о ваших репортах и комментах. Вроде это ничего не значащая деталь, но когда я объясню, как же работает эта система, то вы просто офигеете. Когда я впервые понял, насколько это значимо, я ощутил себя как пробудившийся Нео из Матрицы. Это просто огромнейший в своем роде эксперимент над миллионами игроков, которые Valve провели. Когда у вас в голове сложатся все детали, вы поймете, о чем я, поэтому сразу перейдем к ним. Игровой анализ. У Valve, как и у любой другой компании, создавшей мобу, для того, чтобы удержать игроков и привлекать новых, стоят определенные задачи. Одна из самых главных – это удерживать винрейт практически любого игрока на уровне 50%. Особенно это касается рейтинга. Как это делается? Подбор игроков происходит исходя из математического анализа успешности прошлых матчей. Туда входит слишком много параметров, чтобы их перечислять, но я думаю, вы сами догадываетесь, какие. Эта система очень хорошо работает, когда в подборе очень много игроков, но на высоких рейтингах игроков все меньше, поэтому там она начинает давать сбои. Эта система была до появления рейтинга, но потом Valve поняли, что она не очень хорошо подходит для игры в таком виде. Была добавлена еще одна. Социальный анализ. Это анализ взаимодействия между игроками посредством чата, голоса, команд и, конечно же, системы репортов. Как вы знаете, система репортов была практически с самого начала игры. Она хорошо наказывала нарушителей основных принципов игры, мутчата или игрока, ЛП, но этого мало. Поэтому Valve решили сделать так, чтобы это влияло на то, с кем ты играешь. Вы замечали, что чем чаще вы взаимодействуете с игроками посредством чата или команд, то тем чаще вам попадаются игроки, которые тоже больше взаимодействуют или наоборот. Конечно, это всего лишь наблюдение людей, посты которых я читал, но в своих играх я тоже такое замечал. При этом каждый раз отбрасывая мысли о том, что все это не случайно. Вы слышали о том, что если заблокировать в Steam игрока, то это снизит вероятность попасть ему к вам в матч практически до нуля. Я такое слышал и не раз, причем от разных людей. Все это показывает то, что репорты, муты и ваша активность в чате имеют некоторое влияние на подбор игр. Зачем это было сделано? Это все часть глобального эксперимента. Но нам не хватает еще одной важной детали, и вот она дальше. Психологический анализ. По сути, это анализ поведения игрока, основанного на информации, собранной предыдущими двумя модулями. При этом он сейчас является чуть ли не основной всей системы скрытых пулов. Да, вы не ослышались, скрытых пулов множество, и у них множество параметров. Да, они зависят от скилла играющего, но большая часть это распределение всех игроков, исходя из психотипа и поведенческого анализа. Попросту говоря, от поведения
времени и от того, как кто мыслит. Система не идеальна, это же программа. Плюс введена она была совершенно недавно. Распределение не такое простое, как вы могли подумать. Типа дебилов в одну кучку, адекватов в другую. Все не так просто. Психотипов игроков разное множество. Но 80% игр вам будут подбираться такие тиммейты, которых вы заслужили. Почему только 80%? Эта цифра примерно и не учитывает всей погрешности. Самое главное, зачем такие заморочки, когда можно сделать все просто. А вот и вывод, ребятки. Послушайте его внимательно. И если вы тоже прозреете, как и я, то расскажите про это видео друзьям. Сопоставим все. Основой является игровой анализ, который определяет наше поведение как игрока. Затем добавляется социальное взаимодействие. Исходя из этих данных получаем психотип игрока, который калибруется скорее всего каждые 25 игр. Происходит распределение игроков по кластерам поиска. Чем больше игроков, тем больше данных и меньше погрешность. В итоге команда подбирается так, что в ней был некий баланс, который позволит всем игрокам получить море эмоций от каждой игры. Плохих, странных, хороших, унижающих, окрыляющих. В общем, разных и примерно 50 на 50 сбалансированных в плане хорошее-плохое. Так что не удивляйтесь, если вам нравится орать на всех в голосовой чат, то игра примерно в 50% случаев будет подбирать игроков так, чтобы это случилось. Это и есть тот самый психологический эксперимент. Valve делает так, чтобы мы, играя в доту, переживали весь спектр эмоций и возвращались сюда снова и снова. Да, система не идеальна, но задумайтесь, ребята, работает ли она для вас? Возможно, вы, как и я, не впервые замечаете закономерности. Напишите об этом в комментариях. Мы с радостью почитаем ваши истории и почему вы до сих пор не удалили доту. И не забывайте, что в любом правиле есть исключение. С вами был Киборжик.